Режим ЧС объявлен в России. Жесткие ограничения в 40 регионах страны. О чем речь? До четверти территории РФ в зоне досягаемости БПЛА. Опубликован отчет «Взрывы вблизи резиденции Путина». Россия стягивает войска к столице. Человек Януковича и зам Николая Азарова заходит в офис Зеленского. Новое подкрепление на Банковой. У власти барыги и олигархи. Ситуация выходит из-под контроля. Жесткое обращение к народу РФ внутри страны. Кто и чем недоволен? Громкая отставка правительства, срочное заявление президента, армии приказали капитулировать, мобилизация миллиона человек, призыв вооружить народ, рост языковых доносов на украинских чиновников и скандал с премьером Италии. Кто раздел и сфотографировал Джорджа Мелони? Об этом не только, досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Спасибо за поддержку, и я начинаю. Режим тишины, объявленный Зеленским, начался. ВСУ по его приказу должны были прекратить любые удары в начале этих суток. При этом Киев заявляет, режим прекращения огня может стать бессрочным. Новый призыв к Москве. Глава офиса Зеленского Буданов заявил, что Украина готова продлить режим тишины, но только при одном условии, если Кремль будет действовать зеркально и прекратит все боевые действия. На Банковой уверяют, что это не символический жест, а сигнал: Украина нацелена на полный мир, уверяет Буданов. Следующий шаг за РФ. Готова ли Москва доказать, что человеческая жизнь для них имеет хоть какую-то ценность? Мы внимательно следим за каждым движением врага и готовы к любому развитию событий. Уже за полночь появились сообщения о массированных ударах по Крыму, в частности масштабный прилет по ФСБ в районе Армянска, а также удара по Джанкою. Представители РФ обвинили Украину в срыве собственного перемирия и гибели людей. В то же время мониторинговые каналы утверждают, что удары наносились незадолго до полуночи по киевскому времени. В то же время Украина ликвидирует последствия сильнейших ударов. Россия атаковала 3 больших украинских города. Под удар попал центр Краматорска Донецкой области, Запорожье. Сегодня, 6 мая, там день траура. И Днепр. Украина заявляет о нескольких десятках погибших. До четверти территории России теперь находятся в зоне досягаемости украинских дронов. БПЛА Киева пробивают все глубже. Атаки доходят до Урала, где города вроде Екатеринбурга впервые ощутили войну не по новостям, а напрямую. Об этом пишет Bloomberg. Большая часть населения России оказалась в зоне потенциальной атаки. Война, которую считали далекой, стремительно приходит вглубь страны, говорится в публикации издания. Авторы уточняют о прорыве в тыл и считают, что данное событие может отразиться на настроениях населения. Цитирую. Это означает, что четверть территории России, где проживает более 70% ее населения в 146 миллионов человек, находится в зоне досягаемости украинских дронов. Недавние атаки показывают, что Киев уже реализует эту стратегию. Помимо экономического ущерба, удары на большой дальности могут повлиять на общественные настроения в момент, когда россияне уже ощущают усталость от войны и ее последствий. В эти дни в центре внимания Москва. Причина, как вы понимаете, парад. Россия перебрасывает войска к столице, в частности, силы ПВО из других регионов РФ. Об этом пишет западная пресса и осинт-аналитики, которые анализируют данные спутниковых снимков. Вокруг Москвы сформировано новое кольцо противовоздушной обороны. Бильд называет это «кольцом страха». Конечно же, мировые медиа не обходят стороной и тему блокировки интернета в Москве и Санкт-Петербурге, но география значительно расширится. Операторы связи и Сбербанк предупредили жителей более чем 40 регионов России от Камчатки до Калининграда о том, что из-за празднования Дня Победы у них будет ограничен мобильный интернет, пишут российские СМИ. Сбер назвал даты ограничений с 5 по 9 мая и добавил, что проблемы могут наблюдаться с отправкой СМС, безналичной оплатой и использованием банкоматов. В некоторых регионах предупреждения рассылали также операторы сотовой связи, включая Т2 и МТС. Мобильную связь и интернет в Москве могут вновь заблокировать 7 и 9 мая после первого теста, который произошел накануне 5 мая. Возвращение в 90-е. Так отключение сети в России называет агентство Рейтер. Они и публикуют недовольные отзывы россиян. Конечно, если у нас сейчас совсем не будет интернета, нам, к сожалению, придется переходить на наличный расчет. Но, опять-таки, мало кто сейчас пользуется в данное время наличными деньгами. Но план Б, да, если, конечно, уже у нас будет пик покупателей без интернета, естественно, мы закроемся. Это 100%. Пока не наладятся проблемы с терминалами, с кассами и прочее, потому что все зависит от интернета.
Кроме того, уже известно, доступ на территорию Кремля для посетителей 9 мая будет полностью закрыт. Об этом сообщил отдел по связям с прессой и общественностью ФСО России. Церемониальный развод пеших и конных караулов президентского полка на Соборной площади также не состоится. В целом же парад, как вы помните, впервые за 19 лет пройдет без военной техники. Режим ЧС объявлен в России. Чебоксары, столица Чувашии, ликвидируют последствия удара в ВСУ. Об этом заявил глава региона Николаев. Украина уже подтвердила, била ракетами «Фламинго» по заводу в НИИР «Прогресс». Там выпускают радиоэлектронную продукцию, в том числе для российской армии. Антенны «Комета», защищающие дроны от средств РЭП, и приемники спутникового сигнала для ракет «Калибр» и «Искандер». Кроме того, налет был и дронами. Известно о повреждении жилой застройки. Власти города говорят о 28 поврежденных домах. В то же время на фоне ударов сеть облетела жесткое заявление местного депутата от КПРФ. Андреев заявил, у власти барыги и олигархи, которые не справляются со своей работой. Депутат раскритиковал позицию людей вне политики, заявив, что происходящее от атак дронов и военных потерь до тарифов напрямую связано с решениями власти. А поэтому пора действовать, а не плыть по течению, уверяет Андреев. Послушайте. Специальная военная операция, погибшие наши земляки – это тоже политика. Тарифы – это тоже политика. Все, что нас касается, это политика. Поэтому включайте мозги, задумайтесь о происходящем в стране. Простой пример. Во времена Советского Союза наши войска, наша советская армия стояла в Восточной Европе. И никто не мог даже задуматься и представить, что вот сейчас мы имеем, и когда удары наносятся по нашей любимой столице, по Чебоксарам. В то же время проект «Астра» пишет, горело накануне и в 17 километрах от дворца Путина в Геленджике. После угрозы БПЛА начался пожар в море. Ряд мониторинговых каналов сообщил об опасности атаки без экипажных катеров, пишет издание. Баллистика снова пошла в ход. Иран повторно атакует Арабские Эмираты. Зафиксирована новая волна атак с применением в том числе дронов. Об этом заявили в МИД ОАЭ. Иран объясняет, операция по ликвидации сил США началась и продолжается, а удар по соседям оборонительный, говорится в заявлении представителя МИД Ирана. Там обвинили соседей в размещении американской военной инфраструктуры под прицелом военной базы Америки, уверяет иранская сторона. Единственная причина, по которой нам пришлось наносить удары по их территориям, заключается в том, что мы должны защищаться от продолжающейся агрессии со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Несмотря на эти удары, в США говорят, перемирие с Ираном не завершилось. Это слова министра войны Америки Хексета. США запускают новую операцию «Проект Свобода». Цель, как заявляет Вашингтон, защита морского судоходства. Ирану не позволят держать мир в заложниках, говорит Пентагон. По словам Хексета, это отдельная миссия от эпической ярости. Строго оборонительная, но с посылом. Мы не ищем конфликта, но готовы к нему. Вашингтон обвиняет Тегеран в международном вымогательстве и атаках на гражданские суда, превращающих ключевой нефтяной маршрут в оружие. Цитирую. В качестве прямого подарка от Соединенных Штатов миру мы установили мощный красно-бело-синий купол над проливом. Американские эсминцы находятся на стоянке, поддерживаются сотнями истребителей, вертолетов, беспилотников и самолетов наблюдения, обеспечивая круглосуточное наблюдение за мирными коммерческими судами, кроме, конечно, иранских. Именно поэтому наша железная блокада также остается в полной силе. Белый дом тайно предупредил Иран о запуске операции «Проект Свобода» в Ормузском проливе и прямо потребовал не вмешиваться, об этом тем временем пишет Axios, но Тегеран проигнорировал сигнал и сразу ответил атаками по кораблям США, торговым судам и целям в ОАЭ. В Вашингтоне пока делают вид, что все под контролем и перемирие держится, говорится в публикации, но за кулисами звучит куда жестче. В США и Израиле считают, что Трамп может уже на этой неделе снова отдать приказ о войне, если переговоры окончательно зайдут в тупик, говорится в публикации. В то же время сам Трамп вечером 5 мая заявил, военные Ирана должны капитулировать. Генералы обязаны поднять белый флаг. Послушайте.
Они, Иран, должны поднять. Они очень гордые, возможно. Вы не увидите белого флага, но по сути это уже то, чем они занимаются. Им нужно, они должны поднять белый флаг. Флаг белый. Белый флаг капитуляции. В хоккее говорят «анкл», верно? После этого заявления уже через несколько часов Трамп внезапно объявил, что приостанавливает операцию «Проект Свобода». Она продлилась меньше 2 суток. Вашингтон уверяет, этого попросили посредники. В то же время сенатор-республиканец США Линдси Грэм, вы его хорошо знаете и помните, заявил о мобилизации 1 миллиона человек. У США есть свои солдаты на территории Ирана, заявил Грэм. Их просто необходимо вооружить. Речь об иранском народе, который хотел бы смены власти, считает сенатор. Он уверен, что такой шаг может ускорить падение режима и приблизить окончание войны. Грэм также считает, пора всех вооружить. Если бы я был президентом Трампом и Израилем, я бы снабдил иранский народ оружием, чтобы они могли выйти на улицы вооруженными и переломить ход борьбы внутри Ирана. Нам не нужны американские войска на земле. У нас уже есть миллионы сапог на земле в Иране. Просто у них нет оружия. Дайте им оружие, чтобы они могли восстать, как это сделали мы, и уничтожить этот режим. Человек Януковича в офисе Зеленского. В команде Буданова появилась фигура времен Евромайдана и президентства Януковича. Бизнесмен и экс-вице-премьер Сергей Тигибко. Он назначен внештатным советником Буданова и будет курировать макроэкономическую политику, участвуя в разработке стратегии государства. Об этом пишет «Новое время», ссылаясь на собственный источник. Ранее в сети появился документ, подтверждающий данное назначение. В материале говорится, что ставка сделана на опыт Тигибко. У бывшего вице-премьера и владельца финансово-промышленной группы ТАСС есть опыт и компетенция в определенных направлениях. Напомню, в начале 2000-х Тигибко возглавлял правоцентристскую политпартию «Сильная Украина», был замом премьер-министра Азарова, он трижды избирался в Верховную Раду и руководил избирательным штабом Януковича. В январе 2014 года Тигибко голосовал за, как их называют, диктаторские законы 16 января, направленные против участников Евромайдана. В Украине растет число языковых доносов, а всплески жалоб заявила языковой омбудсмен Ивановская. По ее словам, в прошлом году украинцы написали сотни жалоб на других украинцев, которые в публичных местах говорят на русском, а не на украинском языке. Всего зарегистрировано почти 3000 заявлений, около 70% из них касаются сферы обслуживания, рекламы, вывесок и интернет-пространства. Нарушителей наказывают, говорит Ивановская, большая часть пока отделалась предупреждениями, но 95 нарушителей были оштрафованы. При этом языковой омбудсмен констатировала, украинские чиновники не спешат переходить на государственный язык. Количество жалоб здесь, к сожалению, возросло по сравнению с прошлым годом. Это связано прежде всего со случаями использования негосударственного языка должностными лицами в публичном общении. Но я расцениваю это положительно с точки зрения демократии. Это свидетельствует о чрезвычайно высокой бдительности общества. Граждане больше не прощают чиновникам языковой халатности. Громкая отставка. Премьер-министр отправлен на покой. Кабинет министров распущен. Политический кризис захлестнул Румынию. Накануне депутаты румынского парламента проголосовали за вотум недоверия либеральному премьер-министру Илия Балажану. Это решение поддержали большинство парламентариев. Как отмечает BBC, решающий удар нанесли социал-демократы, крупнейшая партия страны, которые в апреле вышли из правящей коалиции и объединились с ультраправой оппозицией. По данным СМИ, социал-демократы неоднократно конфликтовали с Балажаном, чьи меры жесткой экономии, направленные на сокращение крупнейшего бюджетного дефицита в ЕС, вызвали недовольство их избирателей. Президент страны Никушордан в срочном заявлении призвал население сохранять спокойствие и заверил, досрочных выборов не будет. Прозападный курс Румынии не изменится. Теперь президент должен провести консультации с партиями касательно кандидатуры нового премьера. Я понимаю ожидания румын, связанные с функционированием государства и особенно с коррупцией. Я понимаю ожидания румын, связанные с повседневной жизнью, и, разумеется, буду учитывать их в тех переговорах, которые проведу с партиями для формирования нового правительства. У нас будет новое правительство в разумные сроки, поэтому я исключаю сценарий досрочных выборов.
Полная блокировка, разбитые стекла и слезоточивый газ. Одесса в центре внимания украинских СМИ. В частности, конфликт с представителями ТЦК. Женщины заблокировали микроавтобус, выбили окна и задули газом военкомов. Во время конфликта мобилизованные смогли убежать из этого бусика. На инцидент уже отреагировал Одесский областной ТЦК, который неоднократно попадал в скандалы. В официальном заявлении события называют нападением, а также пишут, цитата: «Указанные действия создали реальную угрозу жизни и здоровью военнослужащих в сопровождении и лиц, находившихся в транспортном средстве». Кроме того, в Одесском ТЦК считают, что подобные действия группы людей – это заранее спланированная операция. Характер действий нападавших может свидетельствовать о заранее спланированных действиях, совершенных с целью содействия уклонению от выполнения воинской обязанности группой военнообязанных, трое из которых, воспользовавшись ситуацией, скрылись с места происшествия. Подобные действия могут быть расценены как умышленное воспрепятствование законной деятельности вооруженных сил Украины. В Днепре готовят жесткий сценарий. Людей могут принудительно отправлять разбирать завалы после обстрелов. Власти прямо дают понять, механизм трудовой повинности, к которой недавно пришла Одесса, уже есть в законе. Решение принимает военное командование, и это может стать обязательным, говорится в публикации «Телеграфа». Под прицелом почти каждый: безработные, переселенцы, студенты, самозанятые и даже те, кто официально работает, но не задействован в обороне. В отдельных случаях могут привлечь и пенсионеров до 70 лет. Пусть и формально, с согласия. Фактически речь идет о скрытой мобилизации гражданских под последствия войны. Фото полуголой Мелони, премьера Италии, разлетелось по сети. Его репостнула даже сама Мелони, но предупредила – это фейк. На созданном искусственным интеллектом снимке глава итальянского правительства позирует в нижнем белье в весьма откровенной позе. Мелони считает, что это проделки ее оппонентов. Дипфейки – опасный инструмент, написала она в соцсети, потому что они могут обманывать, манипулировать и наносить удар по любому. При этом премьер уверяет, что она может защитить себя от подобного рода провокаций, а вот многие другие – нет. Проверяйте, прежде чем верить, и думайте, прежде чем распространять, посоветовала Мелони. Должна признать, что тот, кто их создал, по крайней мере в приложенном случае, даже немного меня улучшил. Но факт остается фактом. Ради нападок и выдумывания лжи сегодня используются абсолютно любые средства. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда, напомню, что мне будет приятно, если вы оставите свой лайк и комментарий, а также сделаете репост этого видео. И до встречи уже завтра.